Итак, 11 серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. И в этой серии мы уже наконец не будем ничего сверлить, пилить, клеить и паять, а это у нас уже, можно сказать, такая финансовая серия. Сейчас мы подведем итоги, сколько же мы потратили денег для того, чтобы создать своими руками вот такой вот кораблик. Конечно же, это не самая топовая сборка кораблика для рыбалки из всех возможных сборок, поскольку у нас нет модуля GPS и автопилота. Я в первых сериях говорил, что мы собираем кораблик исключительно на ручном управлении. Для наших рыбалок этого будет вполне достаточно. Ну и тем более с таким бюджетом, я думаю, большинство из вас, кому это надо, смогут сделать такой же кораблик своими руками. Вот, значит, сейчас мы пробежимся по списку. Я, в принципе, все учитывал, за исключением только там каких-то, может, мелких винтиков, гаечек. Также я не учитывал алюминиевый уголок, на который мы крепили двигатель и рулевое управление. Ну, поскольку у меня этот уголок уже был, и тем более они продаются только от метра, а там нужен всего вот такой вот кусочек, поэтому я даже не знаю, как это можно посчитать. Ну, в любом случае, даже у кого такого уголка в хозяйстве не завалялось, это стоит как бы копейки, и нет смысла его даже учитывать. А так, в принципе, я учитывал абсолютно все клея, то есть всю вот эту химию, которая нам пригодилась для сборки кораблика. Также я учитывал сумку для транспортировки и хранения кораблика. Ну, а вы уже решайте сами. Возможно, из этого списка что-то можно не покупать, без чего-то можно обойтись. И также сразу еще хотел сказать, поскольку нас смотрят зрители не только из Украины, а и из многих других стран. И понятное дело, что в каждой стране своя валюта. Поэтому для удобства я все суммы буду называть в долларах. Ну, а вы уже с легкостью сможете по текущему курсу переводить эти цены на деньги вашей страны и таким образом ориентироваться в цене. Ну и плюс ко всему, большинство из этих компонентов я покупал на Алиэкспрессе, а там, как известно, расчет идет в долларах, и таким образом я даже более точно смогу вам назвать все эти цены. Конечно, цены могут отличаться, поскольку продавцов очень много. Возможно, вы где-то найдете дешевле, возможно, цены немножко поднимутся. Но я называю сейчас именно те цены, по которым покупал я. И начнем мы с корпуса. Я в первой серии нашего мини-сериала делал подробный видеообзор на данный корпус. Там я рассказывал о всех его характеристиках и о комплектации. Кому интересно, кто не видел, обязательно посмотрите. Это первая серия о кораблике. Можно сказать, что в мире рыболовных корабликов это достаточно крупный корпус. У него длина 730 мм, ширина 300 мм и высота 180 мм. Называется он Atom Maxi. Так его называл продавец. Данный корпус продается отдельно без защитки для гребного винта и пера руля, но я рекомендую покупать корпус сразу с защиткой, потому как без нее вы просто намучаетесь. Во-первых, периодически на винт будет наматываться различный мусор и водоросли. И также, если будут встречаться на пути кораблика какие-нибудь твердые предметы, например, коряги, то винт просто будет ломаться. Поэтому защитка просто необходима. У данного продавца такая защитка продается отдельно. Она сделана достаточно качественно, из хорошего материала. Это нержавейка, что очень важно. То есть защитку могу рекомендовать. И обязательно заказывайте именно с ней. Значит, по ценам. Сам корпус стоит $68 и защитка стоит $8. В сумме получается $76. То есть корпус с защиткой нам обошелся в $76. Единственное, что я читал в объявлении у этого продавца, если заказ идет не в Украину, то есть где-то заказывают из-за границы, там немножко больше будет цена. Я не знаю, с чем это связано и не помню, насколько эта цена будет больше. Уже все такие подробности надо уточнять у продавца и, соответственно, с ним это все согласовывать. Дальше.
Пульт управления FlySky FS i6. $36. Ну, я про этот пульт рассказывал уже ранее. Это легендарный пульт. Тоже могу его рекомендовать. Все работает как надо. Дальше. Под этот пульт отдельно я покупал радиоприемник. Модель FS IA10B. Это радиоприемник на 10 каналов. Почему на 10 каналов, я рассказывал в той серии. Номер серии не помню, но это была серия, где мы на кораблик ставили всю электронику. Там я говорил, почему именно на 10 каналов. Потому что есть еще приемники на 6 каналов. Значит так. Радиоприемник на 10 каналов получился $15. Регулятор оборотов двигателя $11. Двигатель 540 на 8000 оборотов $12. Это щеточный двигатель, то есть коллекторный. Сервопривод руля $8.14. Сервопривод на 20 килограмм, это сервопривод для сброса бункера, $14. Перо руля длиной 52 мм, $4.81. Качелька для пера руля $1.91. Качелька для сервопривода руля $3. Качелька для сервопривода бункера $2,5. Комплект габаритных огней — это 2 передних белых и 2 задних красных, плюс для них еще держатели металлические, и такой комплект получился $2. Мигалка оранжевая, которую мы ставили сверху на корпус, $3.20. Фара. Это фара в сборе. Я рассказывал, что эту фару я покупал, ну то есть я ее собирал отдельно. Я отдельно покупал плафон металлический и отдельно покупал светодиод. И такой комплект мне обошелся в $3. Понижающая плата для фары $1. Это плата, чтобы понизить напряжение для фары, потому как у нас аккумулятор выдает 7,4 вольта, а фара рассчитана на 3,3 вольта. Так, модуль управления габаритами $2,5. Модуль управления фарой, это более мощный модуль, чем для габаритов, он уже идет $3. Модуль телеметрии — это модуль, чтобы мы могли на экране пульта видеть напряжение на аккумуляторе кораблика. Значит, такой модуль телеметрии стоит $6.55. Соединительные муфты двигателя с грибным валом. Это муфты из латуни. Я несколько раз говорил, что эти муфты очень часто попадаются некачественные, и при соединении вала с двигателем происходят просто сумасшедшие вибрации. И я говорил, что этих муфт нужно заказывать с запасом. Вот я заказал 6 муфт, и у меня из 6 всего одна оказалась качественной. Ну вот 6 муфт мне обошлось в $10. Хотя, если бы я собирал в следующий раз, я бы, наверное, заказывал сразу 10 муфт, чтобы увеличить шанс, что мне из этих 10 попадется хотя бы 1 или 2 качественных. Значит, я заказал 6 муфт, и они мне обошлись в $10. Грибной вал, то есть Deadwood, длиной 150 мм, $3.59. Латунный штуцер для Deadwood. Это штуцер, через который в Deadwood запрессовывается густая смазка. В комплекте с Deadwood есть алюминиевый штуцер, но он очень плохой, совсем некачественный, там очень тоненькие стеночки, у меня он сломался моментально. Поэтому я отдельно заказывал латунный штуцер. Этот штуцер стоит $1.
Грибные винты. Я сразу заказал 5 штук, вам рекомендую сделать то же самое. То есть я там заказывал и разного диаметра их, и разное количество лопастей, то есть на 2 лопасти и на 3 лопасти. Вот я заказал комплект 5 штук. Ну, то есть продаются они не комплектом, они продаются по отдельности. Но я просто себе сделал такой наборчик и его заказал. Вот 5 грибных винтов мне обошлись в $12. По-любому берите винты с запасом, потому как, ну, во-первых, можно пробовать ставить разные винты. С каким-то кораблик будет лучше работать, с каким-то хуже будет работать. Ну и плюс должен быть какой-то запас, потому что если вдруг винт сломается, чтобы вы не ждали потом там месяц, пока он приедет с Алиэкспресса, у вас чтобы всегда был запасной. Итак, 5 грибных винтов $12. Силовой тумблер. Это тумблер, который ставится непосредственно между аккумулятором и регулятором двигателя. То есть это тумблер, который полностью обесточивает весь корабль. Этот тумблер, по-моему, он на 15 ампер, если я не ошибаюсь, то достаточно мощный. Обошелся мне в $2. Кнопка слаботочная. Это металлическая влагостойкая кнопка. Это уже кнопка, которая находится на самом корпусе. Она тоже обесточивает кораблик, но не полностью. То есть она выключает всю электронику, но при этом у нас все равно от аккумулятора идет напряжение на регулятор. То есть это такая кнопка, скажем, быстрого доступа. Когда мы на рыбалке там пользуемся корабликом, он к нам приплыл, мы раз его быстро выключили. Надо нам кораблик опять, мы быстро раз и включили этой кнопочкой. То есть это чисто слаботочная кнопка. А вот если мы уже, например, там едем с рыбалки или оставляем кораблик на долгое хранение, чтобы постоянно аккумулятор не дергать оттуда, мы просто открываем крышку и выключаем все питание вот этим вот силовым тумблером. Значит, эта кнопка стоит $2.31. Внешняя антенна с переходником и проводом. Ну, понятно, что такое внешняя антенна. Это антенна, которую мы вынесли наружу, которая находится сверху на корпусе. Значит, эта антенна, я ее покупал с проводом, который мы впаивали в радиоприемник. И также еще там был переходник, чтобы это все дело соединить. И такой комплект мне обошелся в $4. Разъемы слаботочные. JST. Это двухпиновые такие красные разъемы. Мы на них подключали там кнопку, фары. То есть такая чистая как бы слаботочные разъемы, там где нет больших токов. Ну, я их заказывал сразу 20 штук. Они у продавца продавались комплектом. 20 штук. Можно спокойно брать, они всегда пригодятся. $3.18. Разъемы силовые XT60. Заказывал тоже комплектом 10 разъемов. $3. Нормально. Ну, опять же, их спокойно можно брать 10 штук, потому что на эти разъемы и подключаются и аккумуляторы, и двигатель я на него подключил. И, в принципе, все, что такое силовое, все подключается на вот эти вот XT60. А все, что слаботочное, подключаются на вот те красные JST. Итак, разъемы XT60, 10 штук, $3. Удлинители сервоприводов. Длина 30 сантиметров. Это, ну, они не только для сервоприводов, это трехпиновые удлинители, с помощью которых мы можем удлинить любой провод, который идет на приемник. То есть, например, у нас фара идет на приемник и не хватает длины кабеля. Мы просто берем вот эти удлинители и удлиняем. Также можно удлинять и сервоприводы, и все что угодно, в общем. 10 штук, тоже они продаются комплектом, $2.41. Фиксаторы рулевых тяг. Это достаточно качественные фиксаторы, потому что я их много видел. Есть большое количество некачественных. Я на эти, кстати, оставлю обязательно ссылку. Это фиксаторы, с помощью которых мы фиксируем рулевые тяги. То есть, например, установили фиксатор в качельку на сервоприводе, протянули через него
рулевую тягу и на этом фиксаторе специальным винтом, гужоном зафиксировали. Так вот, 10 таких фиксаторов обошлись мне в $4,5. В качестве самих рулевых тяг я уже в ранних сериях рассказывал, что в качестве этих рулевых тяг лучше всего использовать велоспицы из нержавейки 2 мм. Лучше ничего нельзя придумать. Но я взял с запасом, взял 3 спицы. Там, в принципе, и 2 хватит. Но вдруг где-то что-то испортите, то пусть какая-то одна будет запасная. Там просто нужно их немножко так выгибать, и можно где-то что-то не рассчитать. И запас, я думаю, должен быть. Тем более, стоят они всего... Вот за 3 спицы из нержавейки я заплатил 80 центов. Ручка для переноски кораблика. Ручка алюминиевая, межосевое расстояние 160 мм. Покупал в обычном мебельном магазине. Ну, не самая дешевая, конечно. Такая она черного цвета, специально подбирал под цвет кораблика. Ну, под цвет люка кораблика. Она мне обошлась в $2.35. Так, многоразовые липучки 3М. Оригинальные 3М-овские липучки. Ну, это липучки, на которые мы крепили все вот эти электронные модули, для того, чтобы их можно было в случае замены легко извлечь из корпуса кораблика. Комплект 8 штук таких липучек, $2,5. Лента липучка для фиксации аккумулятора. Ну, 1 метр. Это метровая лента. Мы ее отрезаем сколько там нам надо. Для того, чтобы, когда мы укладываем аккумулятор в лоток, мы эту ленту протягиваем под лотком и сверху на липучку застегиваем. И таким образом у нас надежно держится аккумулятор в корпусе. Такая липучка мне обошлась метровая в 70 центов. Аккумуляторы. Для сборки нашего аккумулятора я использовал 8 банок типа 18650 на 3000 мАч. И эти банки на 20 ампер. То есть это такие силовые банки, можно сказать, высокотоковые. 8 аккумуляторов мне обошлось в $29. Балансировочный трехпиновый провод для этого аккумулятора 95 центов. Зарядка для аккумулятора iMax B6 Mini оригинальная $47. Аккумуляторы для пульта, то есть даже это я учитывал. Можно, конечно, использовать батарейки, но просто задолбаетесь их покупать. Поэтому лучше всего купить аккумуляторы. Там их идет 4 штуки. Я купил такие достаточно хорошие, известные Panasonic Eneloop 2000 мАч, типа 2А. Ну, то есть обычные, как пальчиковые батарейки. 4 таких аккумулятора мне обошлось в $20. Клей Titan Classic Tubo 310 мл. Это клей, на который мы клеили мотораму, клеили кронштейн для рулевого управления, лоток для аккумулятора. В общем, все в этом кораблике, можно сказать, мы клеили на этот титан. Вот такая туба 310 мл мне обошлась в $5. Покупал в обычном местном строительном магазине. Герметик АПП ПУ-50, тоже туба 310 мл. Это герметик, на который мы склеивали наш корпус. $5 тоже. Смазка для Deadwood. Хорошая литиевая смазка. Hado 125 мл тюбик. $4. И сумка для кораблика. Я точно не помню размеры, но зная размер корпуса, можно с легкостью подобрать сумку. Такая сумка мне обошлась в $27. Итого на сборку нашего кораблика мы потратили $397.85. И это при том, что
Мы не считаем сборку, поскольку собирали его своими руками. И получилась вот такая вот сумма. Можно сказать, что кораблик нам обошелся в $400. Ну, не скажу, что дешево, но зато теперь понятно, почему кораблики столько стоят. То есть, кто покупал кораблик, наверное, когда первый раз, ну вот мы точно, я помню, когда начали выбирать кораблик, хотели купить готовый, мы просто офигели от цены. И вот поэтому со временем я пришел к тому, что надо его собирать своими руками. Так вот, можно теперь даже не удивляться, почему кораблики столько стоят. При этом напоминаю, что это у нас кораблик без автопилота, а чисто на ручном управлении. С автопилотом там, наверное, можно еще спокойно $200 добавить. Кстати, кто покупал кораблик с автопилотом или кто занимается сборками и знает, сколько стоят эти автопилоты, более точно напишите в комментариях, сколько же еще к этой сумме нужно добавить за автопилот. Ну, в общем, вот такая вот у нас получилась серия. Теперь мы точно знаем, сколько нам необходимо потратить денег, чтобы собрать вот такой вот кораблик. Я так понимаю, что по данному мини-сериалу у нас осталась еще впереди одна 12-я серия. Немного потеплеет на улице, наладится погода, и мы уже выйдем на открытый водоем, где впервые запустим наш кораблик на открытую воду. Там мы его протестируем, посмотрим, как он себя ведет на воде, как он едет вперед, назад, как он управляется влево-вправо. И также выполним некоторые настройки, особенно эти настройки касаются рулевого управления, поскольку нужно будет выставить ровный ход этого кораблика, чтобы его не клонило влево или вправо. Но это можно сделать только на открытом водоеме. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!